Истории из жизни. Прежде чем я вам поведаю этот интересный рассказ, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите любой комментарий. Это очень сильно поможет продвижению этого видео. Приятного просмотра. Меня зовут Оля. Мне 23 года. Замужем. Муж Олег работает водителем, дальнобойщиком. Ему 27. Поженились мы полгода назад и за это время прожили вместе, в общей сложности месяц. Олег постоянно в разъездах. Зарабатывает нам на квартиру, так как живем мы в данный момент в семейном общежитии. Условия, само собой, не слишком комфортные. Делим один блок с напарником мужа, Борисом и его женой Ларисой. То есть мы живем в одной комнате, они в другой, а кухня, душ и туалет у нас общие. Собственно говоря, Боря и подселил нас с Олегом к себе после того, как предыдущие соседи съехали. Выбора у нас особо нет, вот и ютимся в общаге. Хорошо, что хоть Борис и Лара – люди хорошие. Они старше нас, обоим за 40 и всю совместную жизнь провели здесь. Значит, мой муж вместе с Борисом в очередной раз поехали в рейс, а мы с Ларисой остались их дожидаться. Лариса Николаевна работает учительницей младших классов. Очень уравновешенная и мудрая женщина. К ней всегда можно зайти за советом и плакаться, когда прижала. Кроме того, Ларочка, как ее называет супруг, в свои 35 лет очень хорошо выглядит. Лицо приятное и фигура аппетитная. Я так иногда замечаю, что на Ларису мужчины заглядываются почаще, чем даже на меня, хотя я вроде как моложе ее. Должна признаться, что в плане женских прелестей я немного уступаю своей соседке. Я худенькая, невысокая, с маленькой грудью и тощей попкой. А Лариса Николаевна женщина статная, длинноногая, широка в бедрах. Я пару раз даже видела, как мой Олег покосился на них, за что я его не ругала, так как понимаю, что мужикам трудно совладать со своими инстинктами. Когда перед носом колышутся такие мощные, налитые и спелые арбузы. Я же натуральная блондинка с прямыми, ее очень длинными волосами, которые я постоянно собираю в хвостик. Пока муж работает, я тоже не сижу без дела, трудоустроились на кассу в магазин возле дома. Тружусь каждый день с 9,0 до 22,0, а вечерами или смотрю сериалы, или треплю языком вместе с Ларисой. Естественно, под это дело мы немножко выпиваем. Бывает вина, а бывает и водочки можем себе позволить. А что делать? Мужья черт знает где, а так, хоть алкоголь душу согреет. Скажу по правде, без мужика тяжело. Скучаю я за Олегом. По ночах уснуть не могу. Как-то затронули мы эту тему с Ларисой. Спрашиваю ее, как ей удается справляться столько лет и терпеть. «А ты умеешь хранить секреты?» Спрашивает меня Лара. Я одобрительно кивнула. Мы с Борей больше 20 лет так живем. Его больше нет, чем он есть. Как ты думаешь, хоть одна нормальная баба выдержит постоянное отсутствие любви, тем более в молодые годы, когда кровь кипит? Выходит, вы что, мужу изменяет? Робко предположила я. Дорогая моя, а ты думаешь, он там по 3-4 недели сам время проводит? Если бы ты знала, сколькими подарками за всю жизнь Боря меня наградил после этих своих рейсов. Пока Лариса делилась жизненным опытом, я думала об Олеге. У меня перед глазами стояла картина, как мой муж тащит в кабину грузовика придорожную путану, чтобы заняться любовью с ней там. Соседка так меня накрутили, что я даже расплакалась. Да не реви ты. Так что выходит, пока они там, нам здесь тоже в гречку прыгать. Смотри, я тебя ни к чему не подначиваю. Дело твое. Ты спросила, я ответила. Лариса Николаевна, хитро улыбнулась я. Если честно, вы в этот отъезд тоже своему Борису рога вешаете. Соседка отпила вина и, смотря мне в глаза, шаловливо кивнула. Вот же сука, подумала я. Никогда бы не догадалась, что внутри такой прекрасной, взрослой семьи бурлят такие страсти. Лара не стала делиться со мной подробностями. Мы еще немного посидели и разошлись спать. Всю ночь и на протяжении всего следующего дня, сидя на работе, я прокручивал в голове слова Ларисы.
У меня не было причин ей не верить. А что, если мой новоиспеченный супруг там и вправду шалит по полной, а я здесь мучаюсь? Уже 21 день, как они с Борисом уехали в рейс, и все это время меня мучает от недолюбви. Мне было ужасно интересно, кто тот таинственный, с которым спит моя соседка, в отсутствие мужа. А может, она изменяет Боре с разными мужчинами? Я ни разу не слышала, чтобы Лариса кого-то приводила домой, и, насколько я знаю, вне дома она никогда не ночует. Вопрос, когда, где и с кем совокупляется Лариса Николаевна, терзал меня весь день, а разные пошлые мысли по этому поводу заставили мою девочку намокнуть. Прибежав вечером домой, я хотела быстренько уединиться в душе, снять напряжение. К своему разочарованию, я поняла, что ванная комната занята. Я постучала в дверь, спросив, скоро ли соседка освободит для меня помещение. На мое удивление, со своей комнаты вышла Лариса, одета в легкий фланелевый халат и шлепанцы на каблуке. Выглядела и, кстати, пахла она, как элитная проститутка из борделя. Я молча смотрела то на нее, то на дверь душевой, не понимая, кто же там моется. Соседка махнула мне головой, подзывая к себе. «Давай, быстро приводи себя в порядок, и через полчаса у меня», – прошептала она мне на ухо. Глянув ей через плечо в дверной проем, я поняла, что у нее гости. Пока мы говорили, из душа вышел мужчина, на вид лет 35, завернутый в банное полотенце. Проходя возле нас, он поздоровался и кинул на меня оценивающий взгляд. Потом посмотрел на Лару, и они улыбнулись друг другу. Мужчина был приятной внешности, загорелый и приятно пахнул после душа. Начиная понимать, что вечер грозит быть интересным, я поспешила мыться. Меня все аж трясло, то ли от нервов, то ли от любви. Перед тем, как отправиться в гости, я приоделась в самые короткие шорты, которые только у меня были, и из-под которых было видно низ моих ягодиц, а также в белый, приталенный топ, так, чтобы все присутствующие могли любоваться моим плоским животиком. Может быть, это уже был перебор. Перед выходом из комнаты я взглянула в зеркало, на свой шлюховатый вид, а затем на наше общее с Олегом фото. «Прости, дорогой», – подумала я про себя и пошла к соседке. Легонько постучав, я тут же открыла дверь, застав Ларису Николаевну, сидящей на диване, перед накрытым столом, в компании двух мужчин. Они находились по обе стороны от женщины. «Я не помешала?» Извиняясь как бы за опоздание, пыталась и я присоединиться к этой троице. Все трое тут же прекратили заниматься тем, чем занимались, и приняли более формальные позы. «Долго ты, подруга?» «Мы тут немного, начали без тебя. Заходи, присаживаться. Знакомьтесь, это Артем, а это Виктор. Мальчики, Ольга». Виктор встал с дивана, подошел ко мне и провел меня за стол, на котором был алкоголь и закуски. Молодой человек, приблизительно моего возраста, сел возле меня, а другой, который ранее выходил из душа, остался сидеть на диване возле хозяйки комнаты. Похоже, все знали, для чего собрались, но начали традиционно с застолья. Ели, выпивали, болтали. Виктор сидел в непосредственной близости ко мне, повернувшись боком к столу и облокотившись на него. С того момента, как я села, он положил свою левую руку мне на колено и гладил, и тут с этого момента и началась вся любовью, о которой вы уже догадались, дорогие зрители. В отличие от крепкой и опытной Ларисы, мой организм не был готов к таким нагрузкам. Когда я проснулась утром, никого не было. Лариса выглядела бодро, чего не скажешь про меня. Наши мужья, как и должны были, вернулись незадолго после этих событий. После того, что произошло, любовь с мужем была пресновата. Жду очередного рейса, чтобы пуститься во все тяжкие. Мне приятно делиться своими историями, и лучшей мотивацией для этого являются ваши лайки. Я благодарна каждому, кто их ставит. Если вы смотрели с интересом, пожалуйста, не проходите мимо, поставьте лайк. Для вас это ничего не стоит, а для меня это означает многое, приятные эмоции и мотивацию продолжать делиться своим опытом. На этом эта история заканчивается. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные истории. Всем до новых встреч на этом канале.